Всем привет! В этом видео я расскажу подробно, как я вязала такой кардиган в технике реглан-погон своеобразной горловиной. На моем канале уже есть подробный мастер-класс по вязанию джемпера в технике реглан-погон. Вернее, там есть как рассчитать, и я показывала подробно, как я это все вязала. Здесь все по технике вязания точно так же, только здесь разная горловина. В джемпере изначально я набирала все петли горловины, то есть и по передней части также сразу. А здесь расчет точно такой же, только для начала вязания набираются петли только спинки и погона. А петли для полочек, они добираются в процессе вязания. А сама техника вязания, она точно такая же, как и в джемпере. Ссылку на тот мастер-класс я оставлю под этим видео, и в правом углу верхнем в подсказках также оставлю эту ссылку. Мой кардиган связан на размер 50-52. Здесь все очень просто. Здесь лицевая гладь основное, резинка 2 на 2, планка. И также здесь закрытие у меня с утолщенным краем по нижней части кардигана и по рукавам. Такое видео тоже подробное есть на моем канале. Ссылка на него также будет под видео и в подсказках. Значит, сначала я расскажу все по размерам, пряжи, спицам и так далее, а затем подробно попетельно и порядно расскажу, как я его вязала, а также я в конце видео вставлю фото выкройки своей, вот такой, с указанием. Я здесь полностью все указывала по петлям, по рядам, по размерам, и вы сможете посмотреть это себе, сделать скриншот или просто остановить видео и посмотреть, если вы что-то пропустите в процессе моего рассказа. Так, пряжа. Я вязала из пряжи Naka Elite Baby. Вот такая. Номер 31706. Это 100% премиум антипилинг акрил. Эта пряжа похожа на Alize Baby Best. Она такая же шелковистая, очень похожа. Так, здесь, по-моему, и метраж такой же. В 100 граммах 250 метров. Спицы рекомендуют 3,5-4,5. Я вязала спицами 3,5 миллиметра. Здесь еще по рекомендациям, значит, разрешена машинная стирка при 30 градусах. И можно утюжить на единице. Сушить в горизонтальном положении. Я стирала также в стиральной машине на 30 градусов и сушила в горизонтальном положении. Немножко закручивались вот здесь края, чуть-чуть. Я их после того, как постирала, прижала вот так влажным полотенцем, и оно все отлежалось. Также по низу самого изделия. По размерам, как я сказала, это размер 50-52, такие размеры подойдут. По ширине и по длине сейчас скажу. Значит, ширина. Я измеряла вот здесь от середины подреза до середины подреза, у меня получилось где-то 58-60 сантиметров, смотря как потянешь. Тут планка, примерно так. Оно очень хорошо тянется, поэтому точно измерить здесь не очень просто. Я не измеряла, у меня то 58 показывает, то 60. Примерно так. Длина получилась у меня 63. Я не сказала, у меня ушло около 500 граммов пряжи. Вот такой клубочек остался. Конечно, я хотела бы подлиннее. У меня получилась длина 63 сантиметра. Если вы хотите более длинный кардиган, то берите не 5 мотков, а 6. Тогда получится, вот, мне кажется, 6 мотков в самый раз. Если бы у меня была возможность его докупить, я получала его из интернет-магазина «Мир вышивки». Сейчас уже с ними не сотрудничаем. И у нас эту пряжу не продают. Если бы у нас ее продавали бы, я бы докупила и связала бы более длинный. Ну, пусть и 63 сантиметра тоже достаточно. Дальше, по размерам. Продолжаем. Погон. Вот здесь длина погона у меня получилась 7 сантиметров. Дальше, когда я буду рассказывать по петлям, я скажу, почему именно здесь я остановилась. Пройма. Пройма у меня получилась, если считать от середины плеча, ну, как положено, до подмышечной части, получилось 22 сантиметра. Теперь по
ширине спинки, если считать от проймы до проймы, у меня 38 сантиметров получилось. Вот здесь я измеряла, примерно в середине, до третьей части, вот здесь на второй части где-то 38 сантиметров получилось. А если от погона до погона считать, то 36, потому что здесь немножко оно стягивает, потом все равно чуть-чуть расправляется. 36-38. Так, дальше. Ширина планки 7 сантиметров. Вот это. Рукав. Ширина рукава 18 сантиметров. Здесь у меня была всего одна убавка, поэтому, в принципе, оно большой разницы не сыграло. Оно и здесь у меня вот так в расправленном виде 18 сантиметров. Длина рукава по внутренней части, вот здесь я измерила, 33 сантиметра. Ну, вот такие вот размеры. Изначально, когда я делала расчет горловины, я исходила из ширины горловины 50 сантиметров. Это я обычно так рассчитываю на изделия такого плана. 50, максимум 55. Если вы, например, на 52-54 размер, даже на 52 оно пойдет также 50, а на 54, например, возьмите уже 53-55 сантиметров при начале расчета. Итак, как известно, реглан-погон делится на 3 части, вяжется. Первая часть – сам погон, затем переходим к пройме рукава, вяжется рукав, и дальше уже рукав и полочка. Также по горловине у меня были прибавки, так как это V-образная горловина. Если круглую горловину вы вяжете, то здесь все вяжется сразу, так как я показывала в джемпере. И там я вязала джемпер по кругу. Единственное, когда поворотные ряды делала по ростку, там были, вернее, когда вязала росток, там были поворотные ряды. Потом я уже перешла на круговое вязание. Здесь все, конечно, вяжется поворотным вязанием. Планка, она привязывается уже в конце. Сначала без планки набираем петли спинки, погона и по одной петле кромочной я набрала. Всего у меня получилось 32 петли на спинке и по 12 петель на рукава, плюс 2 кромочные, 58 петель. Для начала вязания я набрала 58 петель. Я провязала росток по погону, состоящий из 3 точек разворота, то есть 6 рядов. Сначала, сейчас к ростку перейду, значит, я набрала 58 петель и провязала 2 ряда, 1 лицевой, 1 изнаночный. Вот их я не считаю. Просто если мы наберем и сразу начнем вязать росток, то будут некрасивые здесь отверстия. Поэтому эти 2 начальных ряда я провязала, 1 лицевой, 1 изнаночный, и затем уже приступила к вязанию ростка. Вот эти первые 2 ряда, они в мой расчет не входят. Дальше, когда я буду говорить по рядам, то они не считаются. Дальше я начала вязать росток. Мой росток, я оставлю это фото, я сказала, если сейчас будет плохо видно, состоит из 3 точек разворота, то есть 6 рядов, и петли я поделила следующим образом. Первая 4, 4, 3. И одну петлю я здесь не трогала перед погоном. То есть 4, 4, 3, 6 рядов ростка провязала, так же, как в том джемпере, точно так же все вязала. И затем уже просто вязала спинку и погон, так же, как в джемпере, делая прибавки. В первой части мы делаем по погону прибавки по внешней стороне погона. С одной стороны погона и со второй стороны погона. Здесь и здесь. И делаем эти прибавки в каждом ряду. И я таким образом провязывала эту первую часть до тех пор, пока у меня на спицах не получилось 72 петли. Вот мне этой ширины было достаточно. Это ширина по плечам. Вы также измерьте свою ширину плеч там, где у вас должна начаться пройма. Определите по образцу, сколько вам нужно петель, и до этого количества вяжите первую часть, делая прибавки по внешней стороне погона в каждом ряду, и в лицевом, и в изнаночном. Все, первую часть провязала, 72 петли у меня получилось. Затем я перешла на вторую часть. По горловине я скажу отдельно. Сейчас я сначала буду говорить реглан-погон, а затем уже расскажу по прибавкам горловины, в каком ряду и сколько прибавок. Дальше.
довязала я 72 петли у меня на спицах. Дальше я перехожу на вязание второй части погона, где я делаю прибавки только со стороны рукава. На самом вязании пряжа очень пестрая, здесь очень плохо видно, где что. Вот он погон, вот он закончился. Дальше уже делаю прибавки только вот с этой стороны, со стороны рукава. Это вторая часть. Эта вторая часть у меня составила 20 рядов в высоту. Дальше переходим на вязание третьей части. В третьей части прибавки делаются и со стороны рукава, и со стороны полочки. Эти прибавки и во второй и в третьей части делаются только в каждом лицевом ряду. То есть в изнаночном уже прибавок не делаем. Изнаночные провязываем без изменений. Если в первой части вяжем прибавки в каждом ряду, то во второй и третьей части вяжем прибавки только в лицевых рядах. В третьей части я провязала 28 рядов с прибавками со стороны рукава и со стороны полочки по одной петле с каждой стороны в каждом лицевом ряду. Здесь все точно так же, как я вязала в том джемпере, на который я сейчас ссылаюсь, где есть подробный мастер-класс, там вы сможете посмотреть. Теперь по сантиметрам я сказала, у меня 22 сантиметра. Вот у меня погон я измеряла от середины погона до конца третьей части. У меня получилась длина 22 сантиметра, то есть вот эта вторая и третья часть примерно 19 сантиметров, и 3 сантиметра это половина погона, 22 сантиметра. По петлям, что у меня получилось после вязания третьей части. Так, сначала давайте тогда вернемся к прибавкам по горловине, так как здесь также прибавляются петли. Для выреза V-образной горловины я прибавила на каждой полочке по 20 петель. Прибавки делала равномерно в каждом четвертом ряду, то есть через один лицевой ряд. В одном лицевом ряду делаю прибавку, в следующем лицевом не делаю прибавку. То есть прибавку сделали, допустим, в 11 ряду, следующая в 15, в 19 и так далее. Первую прибавку я сделала в 11 ряду первой части, когда вязала вот эту первую часть реглана погона, сам погон. В 11 ряду этой первой части я сделала первую прибавку. Следующая прибавка в 15 ряду, в 19 и так далее. В каждом четвертом ряду через лицевой ряд я делала прибавку, провязывая ее вот, значит, от края у меня шла кромочная, затем одна лицевая, и после нее из протяжки я поднимала петлю. И также это в начале и в конце, вот здесь в начале и в конце ряда. По одной петле в каждом четвертом ряду до конца 20 прибавок. Здесь прибавилось 20 петель и здесь прибавилось 20 петель. Итого, после вязания третьей части у меня на спицах получилось на полочках 44 петли, на рукавах по 60 петель, на спинке 100 петель. Затем это были еще не все, не закончились еще прибавки по горловине. После того, как я уже отсоединила рукава, сделала подрезы и вязала третью и четвертую часть, я продолжала делать прибавки. От подрезов у меня еще, то есть до подрезов у меня получилось 15 прибавок, и после подрезов еще 5 прибавок. Но они также продолжаются в каждом четвертом ряду. Итак, после третьей части я провязала спинку 100 петель, полочки по 44 петли и добавила по подрезам по 10 петель. Вот подрез, вот здесь сняла эти по 60 петель рукава, сняла на нить, на бросовую нить, так же как я в джемпере показывала, там крючком я обычно снимаю, можно снимать на дополнительную спицу, на бросовую нить, на что вам удобно. Рукав 60 петель сняла, добрала по 10 петель подреза и вязала спинку и полочки вниз. Всего провязала, считая от подрезов, вниз провязала 110 рядов. 110 рядов и закрыла петли
с утолщенным краем. Вот как я показывала, видео я оставлю с утолщенным краем. Резинку я не вязала, здесь по желанию можно связать также внизу резинкой, если вам нравится, но мне хотелось связать так. Все, тело было готово, и дальше я приступила к вязанию рукавов. Я пересняла на спицы эти 60 петель рукава и по подрезу подняла не 10, а 12 петель, чтобы у меня здесь не было отверстий. Так у меня получилось. Я всегда смотрю, как оно набирается так, чтобы не оставалось отверстий. Так я и набираю. Здесь получилось у меня над 10 петлями подреза я набрала 12 петель по подрезу. Получилось у меня 72 петли, 60 рукава и 12 подреза. На спицах было 72 петли. Затем я вязала рукав ровно и сделала только один раз убавку. По кругу его вязала рукав, уже не поворотными рядами. И убавку одну сделала, вот здесь оставила в центре 2 лицевые петли и по краям от них сделала убавку в 11 ряду. Начиная от вязания вот от подреза, да, я вязала в 11 ряду, сделала один раз убавку. Итак, в начале ряда после первой петли я провязала 2 петли вместе, и в конце ряда, не довязывая одну петлю, провязала 2 петли вместе. То есть в ряду убавилось у меня 2 петли, осталось 70 петель, и дальше я их вязала ровно. Всего от начала рукава я провязала 96 рядов. Петли также закрыла с утолщенным краем. После этого основное вязание было закончено, оставалось связать планку. Планку набирала от начала правой полочки через всю горловину и заканчивая снизу левой полочки. То есть полностью все полотно я набрала на спицы также 3,5 петли. Набирала петли следующим образом. Из каждой кромочной я поднимала по одной петле. И кроме этого, через каждые 2 кромочные я делала дополнительный накид. Затем в следующем ряду я провязывала его скрещенной петлей, чтобы не образовалось отверстие. То есть через каждые 2 кромочные накид, 2 кромочные накид. Из каждой кромочной по одной петле, вот из одной кромочной 1 петля, из второй кромочной 2 петля, накид. И дальше опять так. Из одной кромочной 1 петля, из второй кромочной 1 петля, накид. И так у меня по всему полотну получилось, что я набрала 324 петли. На этих петлях я вязала ровным полотном резинку 2 на 2, всего 20 рядов. Вот 7 сантиметров у меня получилась широкая такая планка. 20 рядов ровно, ничего уже здесь не убавляя и не прибавляя. Здесь я закрывала петли обычным способом, путем протяжкой провязывала их по узору, как идет в резинке, то есть над лицевой вязала лицевую, над изнаночной изнаночную и протягивала петли через предыдущую петлю, не затягивая слишком сильно, чтобы планка оставалась эластичной. Она хорошо тянется и обратно стягивается. Здесь можно, конечно, закрыть и полым шнуром, и любым другим способом, который вам нравится. Но я обычно резинку на планках закрываю именно так. Все, на этом вязание было закончено. Кардиган такой можно, конечно, связать не только из такой пряжи, можно вязать из шерстяной пряжи, из хлопковой, из акрила, как я сказала. Эту пряжу, вот, как я сказала, аналогично, это пряжа Alize Baby Best. Она, мне кажется, чаще встречается в магазинах, и можно заменить этой пряжей. Хотя, если вы захотите вязать из шерстяной пряжи и не захотите делать отдельные свои расчеты, просто примерно на такой же толщины выберите пряжу. В 100 граммах здесь 250 метров, и у вас все получится точно так же.
Аналогичный кардиган, вот такой, я вязала из пряжи Yarnart Crazy Color, и здесь плотность вязания также совпала, поэтому ее также можно, эту пряжу можно заменить и вот этой пряжей. Здесь единственное, что разницу я сделала, здесь я вывязывала петли для пуговиц, а в голубом кардигане я не стала вывязывать петли для пуговиц, мне так захотелось. Если хотите, то, конечно, нужно вывязать петли. Здесь у меня получилось 3 петли, ой, да, 3 пуговицы, 3 петли я сделала. Вот так примерно, не довязывая, не доходя до низу. Здесь он немного короче, так как здесь у меня, я не знаю почему, по-моему, здесь одинаково, или здесь 230 граммов. Ну, почему-то получилось, что здесь у меня то ли не хватило пряжи, то ли что, то ли я так специально хотела, я уже не помню. В общем, вот этот кардиган, когда я связала, он мне очень понравился. Удобен он в носке. Тоже пряжа хорошая, мягкая, теплая, и поэтому мне захотелось связать еще один. В общем, здесь можно любой пряжи, конечно, заменить, которая вам нравится. Если вам понравился мой кардиган, свяжите себе. Тоже присылайте фото ваших работ, будет очень интересно посмотреть. А у меня на этом все. Я желаю вам всего самого-самого доброго и до встречи в моих новых видео.